Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду готовить меренговый рулет с клубникой, фисташками и крем-чизом. Анонс этого десерта я делала в прошлом видео с рецептом творожного чизкейка без выпечки. Ссылку на него вы найдете в описании под этим видео. Это отличные десерты, которые идеально подойдут к чашечке крепкого утреннего кофе или ароматного полуденного чая. Вообще существует огромное количество разнообразных десертов, и меренговый рулет уже стал среди них трендом. И неудивительно, готовить его несложно, а получается очень вкусный и красивый десерт. В конце этого видео вас ждет очередной анонс еще одной вкусной выпечки, так что досмотрите до конца. А пока давайте начнем готовить меренговый рулет. И мне понадобится для меренги 200 грамм белка, 300 грамм сахарной пудры, 30 грамм кукурузного крахмала и 1 чайная ложка лимонного сока. Для крема 200 грамм сливочного сыра, 150 мл жирных сливок, 30 грамм сахарной пудры. И для начинки 250 грамм клубники и 30 грамм фисташек. Белки у меня комнатной температуры. Вливаю их в чашу комбайна, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать на небольших оборотах до появления пены. Далее небольшими порциями по 1 ложке всыпаю сахарную пудру и продолжаю взбивать меренгу. После того, как я ввела всю пудру, добавлю лимонный сок. Теперь переключаю комбайн на высокую скорость и взбиваю меренгу. На это уйдет примерно минут 10. Меренга взбилась. Вот такой консистенции она получается. И теперь нужно добавить кукурузный крахмал. Аккуратно перемешаю. Для того, чтобы крахмал равномерно распределился по меренге, включу миксер буквально на полминуты. Все, готово. Духовку я разогрела до 150 градусов. Застелю противень пергаментом и выкладываю на него меренгу. Теперь нужно все равномерно распределить. У меня на канале есть еще один рецепт меренгового десерта. Это знаменитый десерт Павлова. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Так как эта сторона будет верхом рулета, то я ее посыплю миндальными лепестками. Это будет красиво смотреться в готовом виде и добавит немного вкуса рулету. Если хотите, можете притрусить корж любыми орешками, предварительно измельчив их в блендере. Вот такой корж получился. Ставлю выпекать его в разогретую духовку при 150 градусах на 40-45 минут. Корж должен стать хрустящим снаружи, а внутри остаться нежным и воздушным. Корж испекся, выключу духовку и оставлю его там еще на полчасика. Затем достану и дам полностью остыть. Пока приготовлю крем. Соединяю в чаше миксера сливки с жирностью 33%, сливочный сыр и сахарную пудру. Сливки и сыр должны быть холодными. Сливочный сыр можете взять любой. Взбиваю массу до пышности. Крем получается воздушный и легкий. Переложу его в кондитерский мешок, чтобы удобно было наносить на корж, и уберу в холодильник.
подготовлю клубнику. Нарежу ее небольшими кусочками. Фисташки я подсушила на сухой сковороде и измельчила в блендере, оставив небольшие кусочки. Вот такое красивое сочетание красной клубники и зеленых фисташек. Приступаю к сборке десерта. Корж полностью остыл. Вот такой пышный он получился. Накрою его другим листом пергамента и переверну. Сниму пергамент, на котором он пекся. Эта сторона коржа у меня внутренняя. Готовый крем наношу равномерным слоем на корж, оставляя небольшое расстояние от края. На край, который будет внешним в готовом рулете, кладу крема чуть меньше. Это нужно для того, чтобы в процессе сворачивания рулета крем не вылезал по краям. Разровняю все при помощи лопаточки. Я оставила совсем чуть-чуть крема, он мне понадобится при украшении. Посыпаю корж измельченными фисташками и выкладываю клубнику. У самого края я делаю полоску из клубники, чтобы при сворачивании в середине получилось побольше ягод, а дальше раскладываю произвольно. Вот такая замечательная начинка. Это будет не только красиво, но и очень вкусно. Начинаю сворачивать рулет по широкой стороне. Аккуратно, не торопясь, начинаю закручивать края коржа. Не пугайтесь этого момента. Как только вы начнете скручивать рулет, вы поймете, как вам удобнее это делать. А главное, не переживайте, что корж начинает трескаться. Это нормально. Если вам удобно, то можете помогать себе, натягивая пергамент. Если вы правильно его выпекали и внутри он остался нежным, то у вас все получится. Рулет готов. Заверну его в пергамент и отправлю в холодильник примерно на час, чтобы он пропитался кремом, после чего я его разрежу на две части и украшу. Нежный и воздушный, словно облако, меренговый рулет готов. Помимо того, что он очень вкусный, он еще и очень эффектно выглядит и может украсить любой стол. А так как количество сахара в нем в 2 раза меньше, чем в обычной меренге, то полакомиться им смогут даже те, кто не любит сладкое. Так что обязательно его приготовьте. А сейчас по традиции анонс следующего выпуска. Это полюбившаяся всем галета, только на сей раз из творожного теста с разными ягодами. Так что следите за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте поставить лайк этому видео.